Привет, это Саша Акимов, и сегодня мы поговорим внезапно о DJI Mavic Mini, самом простом дроне в линейке дронов DJI. Более-менее серьезных дронов, я имею в виду, не игрушечных. Я считаю, что этот малыш просто идеален для того, чтобы попробовать полетать, понять для себя, нужно ли тебе вообще в будущем использовать какие-либо дроны. Если тебе просто интересно, хочется потестировать его, полетать. Помимо того, что он самый простой в управлении, он к тому же еще и самый дешевый, так что его не так страшно разбить, что может неизбежно случиться с человеком, который не имеет опыта полетов, если он будет неосторожен и как-то беспечно слишком летать. Буквально недавно вышел Mini 2, и он уже сейчас на себя чуть-чуть перетянул функции, которые есть у Mavic Air. И как бы получается, что в данный момент именно DJI Mavic Mini самой первой версии, он является самым простейшим, но при этом еще считается достаточно все-таки серьезным дроном, на который можно действительно неплохие вещи снимать, и его качество вполне достаточно для того, чтобы использовать где-нибудь на YouTube, например. Когда я его покупал, приглянулся мне как раз именно Mavic Mini, по причине того, что он показался мне достаточно простым, для того, чтобы я смог понять, нужен ли мне это вообще или нет. При этом это был самый простой и дешевый вход в этот мир полетов на дронах. А мне как раз нужно было какое-нибудь небольшое устройство, которое я мог бы сложить, кинуть в рюкзак или в карман и пойти с ним куда угодно что-либо снимать. В сложенном состоянии размеры дрона не превышают размеры мобильного телефона, причем довольно некрупного. У меня здесь Samsung S8, самый обычный, 5,8 дюймов. Даже, в принципе, мне кажется, дрон немного меньше, чем он. Также дрон легко помещается в карман абсолютно любой куртки, совершенно без проблем. Он даже не торчит из нее. Можно запросто разместить его даже в внутреннем кармане куртки. При этом выпирать он также не будет. Дрон также легко помещается в любой отсек фоторюкзака. Пультик, который идет в комплекте, естественно, тоже очень маленький. Размерами также не превышает размеры телефона. Но это, естественно, в сложенном состоянии. Раскладывается он таким образом. Снизу два зажима. Здесь у нас идет кабель, к которому подключается к телефону. Если вы используете телефон в чехле, имейте в виду, что он будет обдираться вот здесь вот резиновыми вот этими уплотнителями, потому что вот у меня был чехол из алькантары, и сверху он ободрался здесь, ободрался на углу до пластмассовой подложки. Вот, у пульта раскладываются антенны таким образом, в зависимости от того, в какую сторону летит дрон и где он по отношению к вам находится. Снизу в специальном отсеке находятся стики для джойстиков. Они сменяемые и отсоединяемые, если что. То есть на случай, если вы их потеряете, в комплекте также идут еще парочка запасных. Кнопок на пульте не очень много. Здесь только, например, кнопка «Сделать фото», «Начать запись», «Видео». Также есть кнопка включения пульта. Активируется он двойным нажатием. Сначала одно медленное, потом долго зажать. Также здесь есть кнопка для возврата домой быстрого. И я ее не сказал, что часто использовал, но иногда, если дрон начинает плохо себя вести, можно ее просто нажать, чтобы он хотя бы начал возвращаться домой и потом уже перехватить управление, когда нужно будет самому ручками. Довольно странно, что когда ты включаешь пульт, у тебя телефон воспринимает его как Powerbank и начинает от него заряжаться через разъем USB-C. Не знаю, как это работает на айфонах, на андроиде это вот таким образом происходит. Ну, помимо того, что у меня подключается через USB-C, тут, естественно, есть и другие варианты подключения. В комплекте идут провода и для подключения Lightning, и для подключения через micro-USB, но это для совсем отсталых. Ну, помимо того, что дрон ничтожно маленький, он также еще и ничтожно мало весит, что очень иногда бывает полезно. Он весит волшебные 249 граммов. Сделано это очень иронично. В том смысле, что во многих странах требуется регистрация дронов, чей вес выше 250 грамм. В данном случае его регистрировать нет необходимости. Раскладывается дрон точно таким же образом, как и более взрослые версии Mavic. Там Mavic 2 Pro,
Mavic Air. Вот таким образом раскладываются его рожки до ножки. Тут у него довольно мягкие, на самом деле, пластиковые лопасти. Также в комплекте, на случай, если они сломаются, есть еще 4 запасные лопасти и маленькая отверточка для их крепления. Трехосевой подвес защищен простейшей пластиковой накладкой. Здесь просто нажимаешь на защелочку и снимаешь ее. Сам подвес довольно маленький, компактный. Камера тоже небольшая. Здесь сенсор стоит один к 2,3, как и на какой-нибудь, например, Osmo Pocket. Размерами эта матрица такая же примерно, как у среднестатистического телефона, так что соответствующий здесь и динамический диапазон. Но его более чем достаточно для моих скромных целей. Каких-либо датчиков здесь на дроне нет, только вот эти два внизу, это датчики высоты, и все. По краям здесь никаких датчиков нет, это просто какая-то заглушечка для вентиляции. Здесь также чисто декоративные какие-то заглушки. То есть если вы будете летать где-то среди проводов или каких-то конструкций, будьте осторожны, или имейте просто контакт глазами через него, или имейте чуйку о том, как жопой не врезаться в какие-нибудь провода. Дрон включается крайне просто, точно так же, как и пульт. Двойным нажатием, сначала одно короткое, потом длинное. Тут же он начинает чуть-чуть так подкалибровываться, пытаться издавать звуки мелодичные. Позади дрона находится порт подключения microUSB. Как я уже говорил, это отсталый порт. К сожалению, он очень медленно через него заряжается. Здесь же находится и слот для microSD карты. Вставляется она вот сюда, чипом вниз. Также сзади находится отсек для батареи. Открывается он просто, без каких-то там защелок серьезных. Зато вот сама батарея здесь находится на какой-то дурацкой защелке. Ее крайне сложно вытащить нормально и при этом не бояться ее сломать. Батарея здоровенная. В общем, составляет основную массу дрона как раз именно батарея. В общем, благодаря именно этой здоровенной батарейке дрон летает примерно 30 минут. Ну, обещано вообще по умолчанию 30 минут, но это в идеальных условиях. А так, плюс-минус, конечно же, в зависимости от силы ветра и скорости самого квадрокоптера. То есть, если злоупотреблять режимом скоростным в спорт-режиме, например, много летать, то тогда он быстрее будет разряжаться гораздо. Но даже если он разряжаться начнет, то в дороге его всегда можно будет подзарядить от пауэрбанка. И хоть это будет и не очень оперативно, потому что здесь разъем microUSB, то он все равно зарядится через какое-то время. Можно также зарядить его и от зарядки, которая в автомобиле, например. Ну, если заряжать его в дороге вам неудобно, и время полета нужно значительно увеличить относительно получаса, то в таком случае нужно уже покупать просто набор будет Flymo Combo с 3 батарейками и быстрой зарядкой. Мне, в принципе, получаса хватает в обычных моих вылазках, так что я довольствуюсь тем, что есть. Также, кстати, в Flymo Combo комплект входит еще дурацкая защита для лопастей. Пластик такой тоненький, что он даже немножко прогибается, если на него надавить. Ну, здесь внутри находится просто небольшая плата и внизу небольшая плата с вентиляцией. Также у него передние лапки почему-то имеют конструкцию, которая укреплена довольно мягким пластиком. Он тоже, даже я не знаю, какой-то вспененный, скорее такой материал, чем пластик. Я не знаю, как это называется. Вот. Но он продавливается пальцем. Также сама вот эта лапка, она люфтит нехило так, на самом деле, и легко прогибается. Поэтому у него и устойчивость к ветру не так высока, как хотелось бы. Но об этом я сейчас расскажу подробнее.
Если дрон весит больше 250 граммов, то в таком случае необходимо получать разрешение на полеты. Не всем понятно, как это нужно делать, и какие-то вещи, что там конкретно надо регистрировать, где регистрировать, на какие-то сайты заходить, какие-то формы заполнять. В общем, просто покупаешь Mavic Mini и не паришься. На самом деле все так устроено, что если какая-то зона запрещена для полетов, то дрон самостоятельно там просто и не будет взлетать. У него уже включена функция такой своеобразной защиты. Если где-то рядом аэродром, или какой-то аэропорт, или какое-то военное учреждение, там он просто, по идее, не должен взлетать. Ну, по крайней мере, у меня были такие случаи, когда я был где-то на природе, без понятия, на самом деле, есть ли там какой-то режимный объект, и дрон у меня отказывался в этот момент взлетать, хотя я хотел снять какой-нибудь красивый пейзаж, сделать пролет, но, тем не менее, оставался без каких-то красивых кадров, потому что рядом оказывалось какое-то секретное учреждение или аэропорт. Чтобы не попасть так вот, как я, в просак, можно посмотреть, естественно, на карте заранее, где какие зоны разрешены для полетов, на какой высоте можно там летать. Все это есть на картах и в интернете, и у самого DJI встроено, у него есть в приложении. Все это можно проверить. Ну и, конечно же, вполне очевидно, что нельзя летать над какими-то военными объектами, над режимными объектами, над какими-то правительственными зданиями. Ну, во-первых, в лучшем случае дрон могут просто перехватить, просто украсть у тебя управление и увести его. И тебе уже его, естественно, не получится вернуть. Но, во-вторых, его могут просто вообще сбить электромагнитной пушкой, если увидят, что ты летаешь где-то рядом с каким-то правительственным зданием. И тогда ты вообще его потеряешь навсегда, даже уже без какого-либо призрачного шанса вернуть. Плюс ко всему, если вас поймают за съемкой каких-то секретных объектов или же каких-то действий, передвижений войск или еще чего-то, то есть вполне реальный шанс присесть, как говорится, на бутылку, ну, я имею в виду на вполне реальный срок. Так что будьте осторожны и не летайте в каких-то потенциально запретных зонах, на всякий случай для собственного уже душевного спокойствия в будущем. Сразу хочу сказать, что в городе дрон летает довольно паршиво, потому что у него связь осуществляется по Wi-Fi, а так как очень много помех вокруг получается из-за того, что в каждом доме есть Wi-Fi, у каждого человека есть Wi-Fi в телефоне, получается, что все это сбивает его с толку, и он начинает очень быстро терять связь с пультом, поэтому это даже немножко опасно, можно его потерять таким образом. Ну, не в смысле вообще потерять, он, естественно, автоматически начнет возвращаться в точку возврата, если вы ее установили перед взлетом. Отчасти это связано с тем, что в России и в Европе почему-то он поставляется с кастрированными частотами Wi-Fi. В Америке он летает гораздо дальше. Причем похоже, что сделано это не железно, а программно именно. То есть его просто запретили именно в нашем регионе использовать те частоты, которые хотелось бы использовать для более дальних полетов. Я, конечно, видел забавные лайфхаки, как люди обманывают дрон, заворачивают его в фольгу, устанавливают себе на телефон приложение, которое через VPN также дурит GPS, который указывает, как будто ты якобы где-то во Флориде находишься, и дрон тогда в чисто ручном управлении будет у тебя, да, думать, что ты где-то в Америке, и улетать чуть дальше. Но я не думаю, что это того стоит, это какие-то глупые заморочки, плюс так можно еще какой-нибудь сбой получить программный, нахрен это надо, тем более, что из-за того, что мы его обманем по позиционированию, будет нужно управлять только по приборам непосредственно уже и самостоятельно визировать, куда ты летишь. А если он вдруг потеряется, то он уже не сможет нормально, корректно вернуться, скорее всего, на ту точку, с которой залетел. Полетит во Флориду, грубо говоря. Как я уже ранее говорил, датчиков приближения у дрона нет, ни сзади, ни по бокам, только один датчик снизу. Так что нужно быть очень внимательным для того, чтобы не влететь жопой или боком в какое-либо препятствие. В городе полно свисает проводов каких-то, торчат какие-то трубы, непонятные конструкции металлические, можно случайно что-то задеть. Ну, рядом с проводами, конструкциями и прочими трубами, естественно, возникают также помехи для передачи сигнала, и особенно если вы летаете действительно в каком-то населенном городе, где у людей есть Wi-Fi, который работает на похожих частотах. Выходит, что в городе он улетает максимум на 100-150 метров, это не так уж много,
Но в целом этого вполне достаточно для того, чтобы подснять какие-то небольшие пролеты, ну, без каких-то сильных изысков. Если летать слишком беспечно, то можно впилиться случайно в какие-то провода. Однажды я врезался, благо дрон все-таки удержал равновесие и не обрушился, и не развалился, а просто дальше полетел, но на провод он наткнулся. К тому же в городе очень много голубей, а голуби могут вполне его воспринять как какую-то опасность и повести себя неадекватно. Голуби, конечно, достаточно пугливые существа, но когда их большая стая, и они думают, что это какая-то хищная птица, они, в принципе, могут для того, чтобы ее попытаться отпугнуть, взлететь всей толпой и начать ее шугать, скажем так. Ну, а если вы летаете не в городе, а на природе, то вполне реальная возможность у вас есть столкнуться с чайкой, как я однажды, например, тоже сделал, летел боком, не заметил, как летят чайки, потому что визуального контакта с своим дроном у меня не было, и, так сказать, протаранил чаечку. Благо для всех это обошлось вполне благополучно, хоть я летел над водой, дрон тоже не обрушился, и чайка осталась также жива и здорова, и дальше полетела. И вот на природе как раз-таки дрон улетает достаточно далеко. Я на нем улетал более чем на километр, это для меня более чем достаточно. Связь он не теряет, потому что никаких помех он не испытывает. Ну, если ты, конечно, не залетаешь за какую-нибудь там гору. Гор, к счастью, у меня в Санкт-Петербурге особо нет. Но в Санкт-Петербурге и Ленобласти есть другая помеха. Это очень сильный ветер. Потому что город и область находятся между двух огромных водоемов, по которым ветра гуляют просто как хотят, постоянно какие-то циклоны проносятся, погода 15 раз в день меняется, находимся между Балтикой и Ладогой. Такому маленькому легкому дрону крайне тяжело летать в таких погодных условиях, когда постоянно какие-то порывы ветра внезапно налетают или шторм начинается. Вообще в технических характеристиках указано, что он вполне способен нормально летать при ветре максимально 9 метров в секунду. Я летал на самом деле в гораздо более фиговые условия. Летал над морем, когда было 20 метров в секунду, и он вполне неплохо себя чувствовал. Хотя для того, чтобы он летел у меня стабильно, мне пришлось использовать именно спортивный режим, в котором он использует наивысшую скорость. И разряжается, соответственно, также быстрее, потому что он все-таки и ветру сопротивляется, еще и быстро летит. Если же ты летишь при сильных порывах ветра в кинематографическом режиме, то есть со скоростью 4 км в час он совершает полет, тогда у вас есть шанс получить тряску. Если дунет сильный порыв ветра в него внезапно сбоку или сзади, то он начинает все-таки трястись. Трехосевой стабилизатор, конечно, стабилизирует картинку, но при этом сам-то дрон начинает как будто бы переворачиваться, и поэтому он пытается компенсировать это переворачивание рысканием, и из-за этого резкий рывок может произойти при съемке. Получится просто, запоротый кадр. Но опять же сохраняется большой риск того, что дрон вообще перевернется, поэтому такие вещи делаются действительно на свой страх и риск. В общем, можно сделать вывод, что в городе он хоть и относительно защищен от ветра зданиями, если сильно высоко не взлетать, то он далеко не улетает, потому что сильно много помех. А на природе он способен далеко улететь, но при этом, если сильный ветер и непогода, то лучше, конечно, им лишний раз не рисковать, хоть он и стоит не так уж и дорого. Динамический диапазон у камеры не такой уж и большой, но, в принципе, он вполне достаточный. Если вы снимали на свой мобильный телефон и у вас какой-нибудь Apple или топовый Samsung, то качество картинки будет примерно сравнимо, потому что матрица здесь, прям в разы лучше, чем у каких-нибудь дешманских телефонов, хоть и по размерам она такая же. Опять же, и программная обработка у DJI довольно на высоком уровне. Для каких-то очень сложных серьезных съемок можно было бы использовать, конечно, DJI Mavic 2 Pro или какой-нибудь Phantom 4, у которых уже матрица размером в дюйм. Но такие огромные дроны и такие мощные я считаю избыточными конкретно для моих задач. Антон достает свой Phantom 4. Насколько это все неторопливый такой вариант. Пока там лопасти приделаешь, пока защиту снимешь с камерки, пока Богу помолишься. Что можно сказать про Phantom 4? Если тебе хочется снимать серьезные какие-то материалы и иметь более гибкую картинку, и плюс, чтобы у тебя связь не терялась, берешь вот эту здоровенную дуру. Весит она, кстати, немало. И вот этот вот пульт. Сюда еще желательно планшет какой-нибудь вонзить. А если хочешь снимать просто обычные пролеты небольшие, и так, перебивочки какие-то для своих travel-блогов, берешь вот эту маленькую милиписечку, которая практически ни шиша не весит, и вот такой вот маленький пультик, который тоже практически ничего не весит и ничего в рюкзаке не занимает. Качество картинки вполне достаточное у этого дрона для несложных съемок, для которых он, в общем-то, и создан. Единственное, да, конечно, на природе, если вы когда снимаете, там много деревьев, и он из-за того, что все-таки битрейт не сильно велик, и разрешение всего лишь максимум 2,7К, а не 4К,
ветки начинают немножко шакалиться. Но это заметно, если прямо с лупой присматриваться. В целом, в динамике этого не видно. Помимо того, что дрон не поддерживает съемку в 4К, у него нет еще и логарифмической гаммы для чуть большего расширения все-таки динамического диапазона. Но картинка выглядит вполне сносно и красится, в общем-то, неплохо и такая, какая есть. Все это вполне очевидные какие-то программные ограничения. Чисто технически он мог бы вполне себе снимать нормальное сносное 4К. Ограничения я понимаю, для чего сделано. Это чисто для того, чтобы дифференцировать разные классы дронов в одной линейке, для того, чтобы они друг с другом не конкурировали. Светосила у этого крохотного объективчика невелика, всего лишь f2.8. В потемках снимать я бы не рекомендовал. Но в солнечную погоду, даже в принципе в пасмурную, кадры вполне сносные получаются. К сожалению, камера DNG не поддерживает, снимает только в JPEG. Так что кадры получаются соответствующие, без широкого динамического диапазона, но довольно стандартные для такого размера матриц. То есть, если у вас есть мобильный телефон, то вы примерно представляете, какое качество снимков с него. Единственное, что здесь шарпа слишком сильно накидывает по умолчанию, и это никак не отменить, к сожалению. Но опять же, если это не сильно серьезная съемка, а просто хочется с какого-то нестандартного ракурса посмотреть на какой-то объект, то этого вполне достаточно. Вот, например, церковь в неоготическом стиле, и вот она же в деталях, когда я просто подлетел достаточно близко и поснимал в упор. Или вот еще обосранный Ленин. Также у дрона нет системы фокусировки под названием Active Track, которую вы просто выделяете какой-либо объект, и дрон самостоятельно уже за ним следит, иногда даже используя какие-нибудь интересные алгоритмы и облеты. Но здесь есть очень интересные автоматические режимы, потому что дрон создан все-таки для людей, которые еще только учатся летать. Поэтому лучше такому человеку и не доверять какой-то уж совсем автоматику, потому что датчиков сближения у дрона нет, он может просто врезаться, если он начнет Active Track какой-то устраивать, например, в лесу или в какой-то природной локации, он может просто совершенно спокойно столкнуться с препятствием, потому что он его и не увидит. Автоматические режимы очень простые, но при этом довольно зрелищные. Есть, например, ракета, это когда дрон зависает над объектом, ты его выделяешь, и потом он резко взмывает вверх. Ну и опять же, в зависимости от настроек, можно просто указать, на какую высоту он полетит. Также мне нравится приятный режим дроуни. Это когда дрон зависает, а потом, глядя на объект съемки, медленно летит задом и вверх. Для того, чтобы показать масштаб какой-либо сцены, это довольно неплохо. Еще есть режим круг. Это когда он просто по ровному кругу, по указанному вами радиусу летает вокруг какого-либо объекта. Есть еще режим Helix, то есть спираль. Вполне очевидно, он летит по спирали. Почти всегда перед взлетом дрон предлагает откалиброваться, то есть покрутить его, повертеть, чтобы GPS его более точно позиционировал. И это очень хорошо, потому что если он потеряет связь с пультом, то он самостоятельно просто постарается вернуться в то самое место, откуда вы взлетели. А также перед тем, как вы начнете на нем летать, лучше ему указать высоту возврата, потому что если дрон, опять же, потерялся, то он на определенной высоте будет возвращаться домой. И в городе лучше указать метров 50-100, чтобы он не столкнулся с какими-то вышками, зданиями и так далее. А также слишком высокую высоту лучше не задавать, потому что иначе он в городе может столкнуться, например, с вертолетами. Мне эта малявка очень понравилась, и она прекрасно просто подходит для того, чтобы научиться летать самостоятельно, понять, что тебе вообще нужно от дрона. И в конце концов, когда разберешься в своих нуждах, можно будет уже купить себе какое-то более серьезное устройство для более серьезных съемок. А этот дрон всегда легко использовать для каких-то прогулок, в которых ты просто хочешь кинуть какой-то маленький девайс себе в карман и пойти просто гулять, снимать все, что тебе вздумается. Так как это самый простой, легкий и маленький дрон, который существует на сегодня на рынке,
Я имею в виду серьезный дрон, а не какая-то игрушка из Китая, на которую ты будешь снимать крайне низкого качества картинку, и которая будет летать максимум в 50 метрах от тебя. Это все-таки уже серьезная машина, с которой можно делать даже какой-то, ну, не сильно замороченный продакшн. Несмотря на все нюансы, которые я выше описал, и на многие технические ограничения, дрон этот просто прекрасен по причине того, что его можно легко и просто взять с собой. Если было интересно услышать мое мнение о данном дроне, то ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь. Благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. До свидания.